Степан Геннадьевич, сегодня, мы вспоминали вот этого представителя Америки при ООН. Точно так же сегодня вышел Полянский, и сообщил о том, что, в общем, мы хотим соседствовать с Украиной, а не с антироссией. Значит, не стремятся к уничтожению Украины, культуры и идентичности, за то, чтобы украинская культура была рядом с русской. Это происходило десятилетия без каких-либо проблем, конфликтов. Мы воюем не с украинскими, они братский народ, а с преступным киевским режимом, и украинцы все более явственно в этом убеждаются. А, Прозвучало это в формате. Умнее западников, которые воюют со всем русским народом. Ну, хорошо, ладно. То есть получается, что это как бы прозвучало в ответ на американские 8 дней. 8 дней, 8 августа, как дедлайн. Ну да. Реально может Америка чего-то такого отчебучить вторичным образом, вторичные санкции, или прямо против России? Ведь даже Трамп, когда объявлял об этот дедлайн, он же говорит, что, ребята, может что-то произойдет, а может ничего не произойдет, я не знаю, но ввиду. Хоть Путин нравится Мелании Трамп, Да. но и у нас с ним хорошие беседы были, но это как бы отдельно, а вот это отдельно. Реально есть какие-то ниточки, рычаги, как вы оцениваете, на Россию, на Кремль или на кремлевских? Потому что тут внезапно Зеленский появился на финской конференции ОБСЕ и говорит, я давно просто этого не слышал. Это старая история, но давно уже так не говорят. Надо сносить проклятый Режим. путинский режим. Да. И тут он это опять публично. Ему там, правда, звук не сразу включили, он там как рыбка чуть-чуть посидел, но потом включили, и он все-таки выдал. Говорит, надо сносить путинский режим. Раньше этого нарратива, давно не замечали, а сейчас Да, заметили. ну да. Сейчас снова эскалация. Должна же быть какая-то благая цель спасти человечество от кровавого путинского режима. Ну да, чтобы европейский, американский электорат схавал. Э, Вот, на мой взгляд, с военной точки зрения у НАТО, включая Америку, есть только один вариант что-то серьезное придумать – это томагавки. Другого нет. Но это такой же, извините меня, семимильный шаг вперед к эскалации. Пойдут они на это. Но это уже будет зависеть от кремлевских, скажем так. Какой будет ответ на первые несколько томагавков. Ну, там, я не знаю, снесут к черту штаб-квартиру НАТО, например. Может, кто-то одумается. Тут эти пойдут на все. Но еще раз, для Трампа это будет равносильно подписанию смертного приговора. Потому что он опять кинул уважаемых людей. Второй раз. То есть, все, хана им. С экономической точки зрения, Китай уже сказал, что будет покупать российскую нефть. Совершенно однозначно. Милашка Бессон был очень так сквозь зубы что-то там процедил. Китай сейчас, насколько я понимаю, очень сильно взялся за европейские компании. Из американских тоже. Там всякие различные антикоррупционные расследования и тому подобное. Знаете, а в Китае такая тема популярная, опасная. Не, там И казнят мы за знаем, как работают воровство. европейские. Да, 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 там много чего. И, те же возьмем редкоземельные металлы. Если вы накладываете стопроцентные пошлины на китайские товары, ребята, вы снова останетесь без редкоземельных металлов. Как вам в прошлый раз было кайфно? Сейчас будет еще лучше. Правда, американцы там накупили со страху. Вроде бы на 1 год им хватит, как они говорят. Ну, посмотрим. Индусы так себе, знаете ли, и нашим, и вашим, но они слишком много денег делают на российской нефти. Очень много денег, в том числе и правящие кланы, что просто так от этого отказываться. Но кто там еще у нас есть существенный и важный? Да, в общем-то, и все. Ну, в худшем случае, наверное, цена там, на тот же Юрлс, на российские сорта нефти чуть припадет. Уйдут ли они с рынка совсем? Да нет. Потому что и основные потребители Китая и Индии будут покупать. Какие еще санкции можно наложить, я даже не знаю. Ну, вообще например, отрубить банковский сектор. То есть, даже тоже Газпромбанк отрубить от
Свифта. Но даже без Газпромбанка сейчас уже 45% внешней торговли осуществляется в рублях. Можно ударить по, скажем так, криптобиржам, которые сделаны только для того, чтобы использовать все эти щиткоины или стейблкоины, скажем, привязанные к рублю или к юаню, ну, для осуществления трансграничных платежей. Можно ударить по банкам, которые этим занимаются, ну, не по российским, а по, скажем, из полудружественных стран. Много чего можно сделать, но, на мой взгляд, экономический ущерб, может быть достаточно чувствительным, но кратковременным. Почему кратковременным? Потому что тут же найдутся другие схемы. Всегда может быть задействована теневая китайская банковская система, так называемая. Поэтому, если что-то и будет, то будет кратковременное. А что из себя представляет теневая китайская банковская система? Ну, как сидят у вас во всех странах китайцы с А, кэшем этой вот, страны. вот и вся система, да. Мгм. По звонку. Вы, скажем, в Чикаго приносите сумку с долларами и говорите, что вот мне там нужно какой-нибудь папуаси, чтобы отдали тугриками. Раздается, делается телефонный звонок, доллары пришли, доллары получили. Вы едете в ту страну, заходите, забираете свои тугрики. Так она работает. А ЦРУшники случайно или, по ФБР вышли на ее след, но она такая мощная, такая разветвленная, что кроме как написания мемуаров и книжек, все, и ограничилась борьба с ней. Невозможно. Спрут. Спрут. Китайский спрут. А, Да, да. Сегодня Зеленский выступил, ну вот мы были в эфире, уже вышло вот это видеообращение ежедневное, выходит и комментирует фронт. Значит, у нас суток трое, ну двое точно, может трое. Обсуждается в украинском сегменте там, пабликов разных о том, что бои в Покровске. Причем это все опровергают, другие говорят, нет, вот выходит При этом Зеленский, уже давно неделю где-то идут. вот говорит, Бригада просто сбежала с фронта и все. вот говорит Зеленский, значит, бои есть, но все, короче, на своих позициях, все на своих местах, все там, они там, русские прут, а мы отбиваем, держим позиции. Ну и как бы выступил и успокоил. И это в тот момент, когда сегодня, как гром среди ясного неба, это было неожиданностью для многих даже вот этих там российских обозревателей фронта. Тут Минобороны России объявляет о том, что Часов Яр взят. Потом это Ну, зачищен, да. к вечеру Зачищен. начали говорить, что это неправда. В общем, ну понятно, уже начинается вот эта вся эта история. Но Часов Яр это прямая дорога о том, что в Константиновке хана, дело времени. Да, да. Туда дальше это уже привет Краматорск и И Славянск. славянск, А это как бы финальный акт по да, на Донецкой Донбассе. области. Да. Тем более, что туда пойдет фронт, это ну, не надо быть, не знаю, великим специалистом, потому что все понимают, в Донецке беда с водой, а Мгм. чтобы наладить, надо брать Славянск. Ну, то Да. есть, все. То есть, как И бы, дальше еще эту самую, как она называется, зону-то. Санитарную зону делать, да. то есть получается, что на фронте беда, которую мало кто замечает. Сырский выходит, рассказывает о том, что на запорожском направлении активизировались бои, туда прут. А, Победная реляция – это отбитое ВСУ одно село в... Ну, она как-то негромко все равно прозвучала в Сумской области, Кондратьевка, да? Но в то же время бьют уже третий раз по Сумам, по облгосадминистрации, залетают FPV-дроны, то есть мы Да, понимаем. FPV там контролирует суммы, да. Но я думаю, что сейчас, вот судя по сообщениям еще раз, вот, наверное, в ближайшие недели-две будет какая-то попытка контрнаступа. И, судя по всему, там будут задействованы чуть ли не 8 бригад. То есть, общая численность, по-моему, до 20 тысяч человек с украинской стороны. Поэтому это, на самом деле, может быть такая серьезная затея. Ну, откуда они столько людей набрали? Оголили другие участки фронта. Все. Но мы же Оголили помним, просто другие участки фронта живой силой. И вот набрали такое количество. Но как раз вот все складывается. И вот здесь вот должен быть какой-то
моральная перемога, типа мы там отбили что-то или зашли там, не знаю, куда не хотят зайти, в Курскую область опять, Белгородскую, Брянскую, whatever. Вопрос в том, что получится еще, и вопрос, не прощелкает ли товарищ Герасимов опять в этот раз, как в свое время в Курске, в Курской области. А так, если что-то удастся, то это же будет вообще такая перемога. И тут из санкций Трамп выходит, говорит, вот смотрите, хохлы, как русских поимели, Путин, сдавайся. Ну, 20 тысяч еще перемолят, угробят, и все, вместе с техникой. После этого все. Вот, ВСУ начнет сыпаться просто. вот тут понимаете, в чем дело? Мнение, ведь, ну, многие же говорят, вот ВСУ, уже говорят, что сыпется ВСУ, сыпется Пока фронт. нет, пока нет. Но и понимаете, что значит сыпется? Это значит, что мощнейший прорыв куда-нибудь туда, вот, к Днепру, ВСУ бежит, их добивают, тому подобное. Вот это сыпется. Я этого не вижу пока. Война дронов идет, все идет. Ну, может быть, качество украинских дронов, как пишут сами украинские паблики, стало чуть похуже. Но она идет, она продолжается. И особых таких прорывов на фронте нет. Я просто с людьми, которые оттуда вот, на отдых, в отпуск приезжают, они что говорят, что эти все придурки, которые все это комментируют, там планируют, они не понимают, что сейчас невозможно осуществлять какие-то грандиозные операции. Из-за как раз FPV-дронов. Потому что вы не можете в одном месте собрать достаточное количество ГСМ, достаточное количество техники, достаточное количество живой силы, потому что она будет уничтожена. Все должно быть рассредоточено. Когда у вас рассредоточено, это значит, что вы не можете сконцентрировать ударную силу на одном участке фронта на узком. Ну, это как-то людей, особенно западных экспертов, не особо останавливает от пустых разглагольствований. Поэтому еще ничего не окончено. Поэтому я сказал, что за август обещает быть очень и очень насыщенным на события. Если мы, вот смотрите, я вам хочу задать вопрос. Взаимосвязь попробуем проследить ситуации на фронте и, ну, в политике, в украинской. Сегодняшний, многие аналитики называют сегодняшнее переголосование вот этого антикоррупционных органов, ну, это позор. Ну, то есть все Ну, да. продемонстрировали, что как бы Свою здесь, самостоятельность и незалежность. Да. да, все, в общем-то, и причем там Ермак, который там говорит, вот, мы уважаем украинское общество. Украинское Да, общество — да, это вот эти да. люди с картонками, которые стали, Которых вывели соросята, да. То есть, ну, то когда их есть, бусифицируют, они не выходят. Все хорошо. Когда отобрали какую-то последнюю призрачную надежду на светлое будущее, надо выходить. Ну, кому они сказки рассказывают? как вам кажется, есть ли, ну, не просто там новеллистика какая-то, да, беллетристика, а есть ли дым, ну, есть ли огонь под этим дымом о публикации там Нарышкина и СВР о том, что была встреча в Альпах, Буданов, Ермак и Залужный с британскими товарищами думали, как менять Зеленского. Да, и самое удивительное, что никто не свалился в ущелье, да. Честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю. Э, Какое это имеет значение, по большому счету, вот для, скажем так, исторического процесса? Да никакого. Нет, очень большое. Мотивом Какое? якобы этой встречи было то, чтобы сохранить все как есть, ну вот эти Ну, дать новый импульс этой самой переможности. ну, не знаю насчет нового импульса, но вот сохранить вертикали власти, управляемость вот такую, но поменять первое лицо и вот, в общем, тогда, ну, И продолжить путь что? И такой же. заживем, да? И вот заживем, да? Это, знаете, мне напоминает все эти украинские сказки, которые были не раз про очередную вундервафлю, которую вот-вот вам дадут, и она переломит ход войны. Ну, ну Залужная очередная вундервафля. Реально, что он поменяет? Он что, украинцев по воде, что ли, научит ходить? Будет раздвигать воду, как делал Иисус Христос? Ну, не знаю. Сомневаюсь в его способностях. Ну, это очередная, знаете, такая политическая рокировочка.
Типа вот, теперь все новое, начинаем с чистого нуля, товарищи, снова до последнего украинца. Ну, теперь у вас не какой-то наркоман, который нифига не понимал в военном деле, а отец-командир, который монтирует котлы под ключ. Ну, поэтому я не придаю этому большого значения, потому что хозяин не сменится. Ну, поменяйте. Вы знаете, что это мне тут напоминает? Вот это вот британцы, конечно, они в этом, да. Когда у борделя начинаются финансовые проблемы, да, меняют не обстановку, а девочек. А эти решили поменять обстановку. Ну, красавчики. Чё. Ну, то есть, вот этими всеми сливами, этими всеми разговорами, этими фотографиями Залужного нет никакой перспективы думать о том, что у условно заказчиков меняются планы в отношении Нет, нет, российско-украинского у мира. меня, по крайней мере, я не вижу. Я могу ошибаться, но я не вижу никаких перспектив, что что-то сильно поменяется. Я думаю, просто Запад сейчас очень сильно обеспокоен тем, что, скорее всего, может не обвалиться фронт, а обвалиться вертикаль власти в Украине. Вот чем они озабочены. Объясните, Поэтому о нужно чем вы? поменять, ну, нужно поменять лица, нужно поменять, скажем так, Хари в телевизоре, чтобы как-то купировать, ну, скажем так, возьмем тоже отношение украинской армии, как, опять же, показывают якобы опросы и полы, что типа 80% армии против Зеленского. Я не знаю, насколько в это можно верить, насколько все это соответствует действительности, но судя по тому, какие настроения, какие ролики начинают все больше и больше появляться, от ВСУ сколько людей бежит с передовой, и вообще, как, например, опять бригада сбежала, остатки бригады сбежали под Покровском, и как не ДРГ, а регулярная армия, регулярные штурмовики вошли в Покровск. Ну, я не думаю, что отношение к Зеленскому позитивное в армии. Хотя бы, скажем так, попытаться купировать эту проблему. А тут, Залужный теперь будет всем рулить. Отец-командир, герой нации. Там, помните, пели песни, там, фольклор. Наш Залужный там всех спасет, русских отымеет, в Москву войдет. А другого смысла я не вижу. Тем более эти ребята, вот, они полностью управляемые, их держат за яйца. Шаг вправо, шаг влево, да пофиг, что ты натворил, давай отрабатывай назад, иначе деньги все заберем. Э, Ну, я не говорю, что Залужный менее управляем, но я думаю, это исключительно политтехнологическая такая фиговина, чтобы как-то обезопасить, по крайней мере, Запад от проблем с режимом внутри. Если комплексно посмотреть на предстоящий август, с точки зрения власти, конечно, да. Зеленский, ну, там, как бы уже, ну, хромой. Его, посмотрите, их вроде Не столько разделили. Зеленский, сколько Ермак. Ну, так вот их Акела стал слишком часто промахиваться, да, так пора его менять. их оторвали друг от друга. Они же Да. были практически как однояйцевые. Куда, Даже а, спали вместе, ну, но, там, но с автоматами. ну, с автоматами, да. Интересно, они их чистили перед тем, как спать ложиться? Ну, слушайте, как говорится, месье знает толк в возвращениях, ебущий автомат. Еще спросите, мушки спиливали или нет. Не, ну, судя по национальности, наверное, да. Да, А, это мне автоматы и обрезы, да. Да, может, обрезы автоматов. Смотрите, Степан Геннадьевич, тут же момент какой. Зеленский хромой после вот этого, в этой всей истории. Теперь все прекрасно понимают, что вот эти набушники, они теперь будут, ну, как бы крылья расправили, все, они теперь могут делать все, что хочешь с его окружением. Да, С депутатами этими, которых вообще да. никто не вставит ни во что, с этим всем окружением, все. То есть теперь это уже окончательно бесповоротно. Ну, параллельная вертикаль власти, условно говоря, формируется. Получается, что мы сейчас, по идее, должны стать свидетелями таких ярких, больших компроматов, серьезных. Ну, не только там золотые унитазы или какие-то там еще там
прослушки, что-то еще, что-то должно вылезти серьезное, по идее. Или наоборот, ничего не вылезет, потому что как бы набушникам вернули все их, скажем так, потрепанное. И я думаю, что вот в данный момент ничего не будет вылезать по одной простой причине, что ребят поставили на место, публично их выпороли, высекли, и какое-то время они будут вести себя тихо, спокойно, просто тупо брать под козырек. Без каких-либо выкрутасов. Но я думаю, что через какое-то время начнутся опять выкрутасы, и тогда мы уже можем увидеть такие сливы компромата, что мама не горюй. Потому что вот за этим все и делалось, так вот система и работает. Внешнего управления. Туда отбирают по морально-волевым, чтобы всегда была вот такая толстая папочка. А брать под козырек это мобилизация с 18, Да, ужесточение вот да, этих всех. война до последнего украинца. Война любой ценой, чтобы нанести максимально возможный урон России. Цель давно задекларирована, она выполняется. Э, Тогда какая финальная точка? Капитуляция, уничтожение Украины. Финальная точка. Ну, вряд ли же заинтересованы западные партнеры, которым все переписали, все имущество в Украине, все недра и Ну, все это, говорится, ресурсы. уже их проблемы. BlackRock осознал неправильность своих путей и смотался. Порезал косты, как говорят. Порезал лос. Ушел. Такой звоночек серьезный. Ну, а дальше это будет уже, скажем так, серьезный вопрос на переговорах. Там, скажем, ребята, вы снимаете санкции, ну, а мы как-то будем лояльно смотреть на вопросы собственности определенных вещей и объектов в Украине. Например. И все. Ну, то есть торги могут развернуться сюда, в эту историю, в А, эту конечно, сторону. ребят, вы претендуете на собственность. Вот вы нам какую-то бумажку приносите, непонятно кем подписанную. Мы вообще этого режима никогда не видели. Вася, ты его видел? Я не видел. Все уже забыли. Так, у вас тут наши денежки. Ну, ладно, это мы договорились. Черт с ними. Санкции. Вы снимаете санкции, тогда возможно, что мы на эти бумажки посмотрим серьезно и даже поставим печать. Например. Ну, смотрите, уничтожение Украины как что? Государство. Ну, Ну, как, ну, смотрите, грубо говоря, ну вот, давайте скажем, так. будет, как говорит Зеленский, один народ, один язык, одна область. Ну, там, не знаю, Галичина. Все, что останется от Украины, скажем, формально. Потому что кто-то должен будет подписать какие-то финальные бумажки. А уж как там будут разделяться оккупационные зоны, условно говоря, между поляками, венграми и русскими, это уже вопрос. Что там останется от Украины, не знаю. Но Одессу и Николаев, то есть Черноморское побережье, бритам точно никто не отдаст и не оставит. Слушайте, тут две новости сегодня вышло. Это, как говорится, по нашей части, наших с вами встреч и беседов. Я их хочу две опубликовал у себя в телеграм-канале. Ну, люди так, кто понял, кто не понял, давайте тоже пройдемся. Значит, новость первая. Выступает бывший украинец, ну, может, и действующий украинец, непонятно. Украинцев бывшими не бывает, как и чекистов. Ну, в общем, Олег Царев, депутат. Да, да, Да. да, есть такое, да. Значит, он всерьез говорит о том, что вот это землетрясение на Камчатке, 8,8 баллов, которое, значит, это американцы сейсмооружие применили. Повреждены, в общем, там, ну, бухты с атомными российскими подлодками. Значит, радиационный фон говорят, что вроде как в норме, но на самом деле никто не знает, а сколько людей и какие там последствия мы не узнаем или лет через 10, или никогда вообще не узнаем. Ну, то есть, как бы все серьезно с американцами. Ну, Слушайте, что скажем скажете так, по этому поводу? ну, у американцев есть такая замечательная установка Харпа, не одна. А в принципе, они вызывали землетрясения, накачки ионосферы энергии, меняли климат, это известно. Он под Москвой стоит, похоже, заброшенная установка, огромная, кстати. Ну, там немножко было по-другому, там катушки Тесла стоят.
тоже страшная вещь. Но заброшен. Поэтому, скажем так, у меня 50 на 50. Я допускаю, что это возможно. Свечку не держал, но вполне возможно. Ну, если у вас выходит, например, министр иностранных дел Турции, Фидан, по-моему. Помните, было землетрясение? И во всеуслышание говорит, что как раз это, по-моему, было незадолго до выборов, что это все американские штучки, у них есть подобное оружие, там какие-то страшные титановые стержни, которые запускаются с орбиты. Вроде думаешь, вроде адекватный человек, какую-то вот, на первый взгляд, фигню несет. Ну, может, про титановые стержни он загнул, конечно, который проникает на глубину до 10 километров в скальных породах. Ну да, конечно. Турки, может, это и купят. На мой фистике не надо нам муту гнать. Ну, то есть, я говорю, 50 на 50, вполне допускаю. Надо просто смотреть, что там творил Харп. Надо смотреть, какие еще были, откуда накачки ионосферы, потому что этих установок по всему миру разбросано достаточное количество. Хар просто самая известная, засвеченная. И, если я не ошибаюсь, университет и Анкориджа, и Аризоны, университеты, у них были сайты, где регистрировалась мощность, частота излучения как раз Харпа. Потом эти сайты прикрыли. Ну, якобы Харп все закрыли, все. Но потом он снова ожил. Поэтому вполне допускаю, возможно, продемонстрировали Кремлю, скажем так, а вот смотрите, что мы можем. Ну, я думаю, что в России тоже есть пара таких хитрых установок. Нет, тут здесь просто против этой версии играет то, что, давайте так откровенно, цунами достигло там и японцев, 900 тысяч человек они отселили, и даже западного побережья Америки там тоже были проблемы. Ну, слушайте, это сопутствующие потери, что называется. Кого это волнует? С другой стороны, понимаете, можно спокойно объяснить тем, что, во-первых, плиты пришли в движение, трясет как раз по стыкам плит, возможно, просто, знаете, оно бы и трясануло без, условно говоря, Харп. Ну, просто вот чуть энергии накачали, чуть трясануло посильнее и раньше. Потому что система находится в стрессовом, неустойчивом состоянии, достаточно маленького возмущения, и все это приходит в движение. Землетрясение, насколько я понимаю, колебания повезло Дальнему Востоку и Камчатке жутко, что колебания были в основном горизонтальные, не вертикальные. То есть это не то, что странное, но достаточно редкое землетрясение. На небольшой глубине, относительно небольшой глубине и горизонтальные колебания. Обычно там вертикалка идет, потому что одна плита наползает на другую, достаточно вертикально, и пошло. Трудно сказать. Понимаете, надо посмотреть элементарно. Вот есть простой способ. Посмотреть на сейсмограмму. У ядерных взрывов, скажем так, у искусственных землетрясений сейсмограмма начинается очень резко. Вот тишина, покой, бац, на максимальную амплитуду практически. А у естественных землетрясений она начинается достаточно плавно, потом резко, потому что начинает напряжение высвобождаться, грубо говоря, все, что держало, условно говоря, две плиты, начинает разрушаться, там какие-то мелкие, условно говоря, шершавости и шероховатость. Вот она начинает разрушаться, пошли мелкие толчки. В определенный момент это баба, мощное движение. Достаточно сейсмограмму посмотреть, на самом деле, специалистам, чтобы сказать, что это был естественный процесс или искусственно индуцированный.